Всем привет! С вами Денис, и вы находитесь на канале LT Denis Facts. Сегодня у нас интересные факты о паровозах. Первая паровая повозка. Первую паровую повозку изобрел француз Николя Куньо в 1769 году. В 1802 году английский изобретатель-самоучка Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз. Сначала он отметился созданием десятка стационарных механизмов на паровой основе, а с 1797 начал создавать модели паровых повозок. Его первые два паровоза оказались слишком тяжелыми для чугунных рельсов, и лишь в 1808 он построил машину полегче и развивающую скорость до 30 км в час. Назывался он «Поймай меня, кто сможет». Но несмотря на многочисленные рекламные акции, спроса на паровозы не было. Конная тяга была выгоднее. В 1811 Тревитик разорился, в 1816 уехал в Перу, в 1827 вернулся в Англию и умер в полной нищете. Первая железная дорога. Движение по железной дороге впервые было открыто в Англии в 1825 году. Поезд, курсировавший между Стоктоном и Дарлингом, состоял из 33 вагонов. Первая подземная железная дорога. В 1863 году в Лондоне открылась первая железная дорога, проложенная под улицами города. По подземке несся локомотив, во все стороны выпуская клубы пара. Рекорд скорости для паровозов был установлен 3 июля 1938 года. Английский паровоз серии А4 номер 4468 Маллард, по-русски «Дикая утка», достиг скорости 125 миль в час, 201,1 км в час. Самый первый официальный рекорд для рельсового транспорта был зарегистрирован в 1829 году в Англии и является рекордом скорости. 6 октября этого года на железной дороге Манчестер-Ливерпуль при большом стечении народа состоялись гонки, вошедшие в историю как рейнхельские состязания. Победителем этих соревнований стал паровоз Стефенсона «Ракета», который 8 октября развил скорость 24 миль в час, 38,6 км в час, по другим данным 30 миль в час, 48 км в час, что на то время являлось рекордом для сухопутного транспорта. До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, везде определяли время по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу. А затем, постепенно, система часовых поясов начала распространяться по миру. Первая жертва на железной дороге. Когда толпы народа приветствовали открытие новой линии, соединившей Манчестер и Ливерпуль в 1830 году, Вильям Харкинсон, член парламента, упал на рельсы и погиб под поездом. Однажды на железнодорожной дороге в штате Огайо, США, произошло столкновение поезда с пароходом. Дело в том, что озеро Огайо вышло из берегов, и железнодорожный путь оказался под метровым слоем воды. Тем не менее, машинист решил провести поезд по залитому пути, но столкнулся с пароходом. Самым массовым в мире паровозом является российский советский паровоз серии Э. Этот паровоз строился с 1912 по 1956 годы на 3 десятках заводов в 6 странах мира. По разным оценкам было построено не менее 10 800 паровозов этой серии. Трумен, финское прозвище советских паровозов американского производства серии Е, часть которых по политическим мотивам попала и на железные дороги Финляндии. Первый электропоезд. Когда в 1879 году демонстрировался первый электрический мини-поезд Вернера фон Сименса, 30 человек пассажиров остались очень довольны поездкой. В 1903 году мировой рекорд скорости – 210 км в час
принадлежал электропоезду Сименс-Сахельских. На выпуск самого мощного в мире паровоза, гиганта, СССР истратила более $1,5 миллиона. Первый сверхскоростной поезд. Японский поезд Bullitt открыл эру сверхскоростных поездов в 60-х годах 20 века. Началось регулирование движения таких поездов, их скорость достигала 200 км в час. В 1973 году на железной дороге в Японии были впервые использованы поезда с наклоняющимися при повороте вагонами, позволяющими проходить повороты на большей скорости. Первоначальная технология была несовершенной и вызывала морскую болезнь у пассажиров, потому не была широко внедрена. Современные системы, основанные на цифровой обработке сигналов и позволяющие активно управлять наклоном каждого вагона, устранили эту проблему. И сейчас такие поезда используются в 1,5 десятках стран, от Австралии до Норвегии. В 2012 году общая протяженность железных дорог составляла: США 240 тысяч километров, Россия 218 тысяч километров, Канада 70 тысяч, Китай 64 тысячи, Индия 61 850 километров. Самое длинное в мире путешествие на одном поезде из Москвы в Пхеньян более 10 309 километров. Этот рекорд занесен в книгу рекордов Гиннесса. Самое большое в мире по протяженности строительства одной железной дороги, предпринятое в рамках единого проекта, более 7500 километров от Челябинска до Владивостока. Цинхай-Тибетская железная дорога в Китае является самой высокогорной в мире, поднимаясь в самой высокой точке на высоту более 5 километров. Для этой дороги разработаны составы со специальными вагонами, в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир может надеть индивидуальную кислородную маску. Уважаемые зрители, напишите в комментариях, нравится ли вам новый формат подачи информации. Спасибо за внимание и за то, что смотрите ролики на моем канале LTDNews Facts. Понравилось? Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и делитесь с друзьями. До скорого!